Всем привет! Нарвала зеленых помидор. Собираюсь сделать из них острую закуску на зиму. Зеленые помидоры, жареные зеленые помидоры в остром соусе. Перец и паприка и чеснок у меня покупные, а помидоры свои, то, что выросло на огороде. В зеленые помидоры я насыпаю 1 чайную ложку соли и перемешиваю их. В блендере буду измельчать все овощи. В перечно-чесночную заправку я добавляю 1 столовую ложку соли. Также сюда выливаю 1 столовую ложку уксуса. Уксус у меня 25%. Вот такой вот уксус. 24,9% кислоты. Все хорошенечко перемешиваю, чтобы соль хорошо растворилась. Затем я буду заправлять этой заправкой свои обжаренные помидорки. Мои помидорки постояли минут 15, они немножечко просолились. А теперь я их буду обжаривать до такого легенького зарумянивания с обоих сторон. Мои помидорки слегка зарумянились, поджарились. Я их теперь могу перевернуть. Кто будет делать этот рецепт, будьте осторожны, потому что все это дело очень брызжет. Тут нужно быть очень осторожным, чтобы не обжечься. Таким образом я пережариваю все свои помидорки. Помидорам я дала остыть, а теперь я их буду прослаивать. На дно чашки я выкладываю немножечко заправки. А теперь сюда буду выкладывать свои помидоры. Выложила 1 слой помидоров. Заливаю их заправкой. Немножечко разравниваю, чтобы везде попало, чтобы ничего не осталось без заправки. Выкладываю следующий слой помидор. Таким образом я прослаиваю все свои помидоры. Последним слоем я выливаю всю юшку, какая у меня осталась. И все хорошо распределяю по помидорам, чтобы все помидоры были накрыты. Итак, помидоры я заправила заправкой. Теперь мне их нужно поставить под пресс. В качестве пресса я буду использовать вот такую вот тарелочку небольшую. Так как у меня помидоров немного, я набрала баночку 0,7 баночку с водой, и она мне будет служить своего рода прессом. Нужен небольшой, сильный пресс не нужен, но небольшой пресс не помешает. Далее я накрываю мои помидоры чистым полотенечком, отправляю их в холодное место и даю им настояться дня 3-4. Они должны хорошо пропитаться, хорошо настояться. Мои зеленые помидорки простояли 3 дня в холодильнике. Я их накрывала целлофановым пакетом для того, чтобы мой холодильник не пропах весь чесноком. Вот так вот оно выглядит после 3 дней. Так как они у меня стояли под небольшим прессом, они, конечно же, дали сок. Я думаю, видно будет на видео. Теперь пресс нам не нужен, его можно будет убрать. Также уберу и тарелочку, покажу вам, что получилось. Чтобы моя юшка опустилась, я просто немножечко приподнимаю помидорки. Мне нужно, чтобы моя юшка опустилась вниз. Помидоры мои готовы. Вот так вот они выглядят, помидорки. Они все в соку.
в остром соусе. Их, в принципе, можно хранить в таком виде в холодильнике. Накрыть крышкой и хранить. Но я их в этой таре оставлять не буду. Я их буду перекладывать в баночку. В стерилизованную баночку. Просто их буду сюда укладывать. Таким вот образом плотненько укладываю в баночку. Прижимаю. Укладываю еще. И наполняю баночку. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я вам желаю всего самого доброго и наилучшего. Оставайтесь живы, здоровы, не болейте. Пока-пока.